друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из Вьетнама, город Дананг. У нас 1 апреля, прилетели мы 28 марта, как обычно ночью были в Хошимине и потом прилетели на побережье. Предыдущие дни и начало сегодняшнего дня, наше утро и наш половину дня смотрите в предыдущих выпусках. Ну а сейчас у нас 5 вечера, начало 6, и мы с вами продолжаем этот день прогулкой по набережной, заодно где-то поужинаем. Пойдемте. Пойдем. Часов уже похолодало по сравнению с дневной температурой. Да, мы уже начали радоваться, что снова стало тепло. Не, нифига подобного. Скоро потеплеет, фигу вам. Но зато мы сейчас посидели, подумали и решили, что съездим завтра в Хуян. Забронировали отель на одну ночь через приложение Booking. Не реклама конкретного букинга, просто там цена была хорошая. Вот, и завтра проснемся, позавтракаем и поедем с вами туда. Там тоже есть что посмотреть. Вроде бы обещают без дождя уже. Но хотя, по идее, здесь особого дождя-то нет. То есть она такая погода, знаете, вроде как обещает дождя, но здесь не то, что там дождь идет. Он просто как морось такая вот неприятная идет, и все. Вот, ну, завтра туда съездим, посмотрим. Там, говорят, красиво очень. Ее называют Хуян еще вьетнамской Венеции. Мы забронировали хороший 5-звездочный отельчик. У нас на него была скидка, и в итоге он нам обойдется одна ночь в 5000 рублей, включая завтрак. Вот. Ну, у нас была скидка не на конкретный отель, а скидка от букинга, бесплатное повышение категории номер даже была. Вот. Посмотрим и городочек сам, вот, и отельчик новый вам покажем. Я знаю, что очень многие живут в Хуяне, приезжают в Дананг. Ну, в общем, как вариант погулять. Все равно пока не пляжная температура воздуха, да и море прохладное, поэтому... Прохладное. Да. Решили вот так вот скоротать время, скажем так. И что-то посмотреть еще. Плюс мы все равно планировали до Хуяна доехать. Сейчас мы снова идем менять денежку, потому что нам завтра надо будет с собой взять. Вот. Уже в 2 проверенных местечка рядышком здесь, прям буквально недалеко от нашего отеля. Поменяли денежку 25,7 курс на 100 долларов. Ну, то есть, если вы покупаете 100 долларов, вы получаете 2 миллиона 570 тысяч вьетнамский донг. Вот. Здесь пока вот самый лучший курс, который мы встретили. Даже в другом месте, это мы в первую свою ночь, когда приехали на Дананг, меняли, там было по 25,6. Ну, скажем так, не такая уж большая разница на 10 вьетнамских донг, но все равно. Вот. Сейчас будем думать, надо будет уже вечер, где-то пойти поесть, хочется какого-то супчика. Ничего такого, правда, сверхъестественного не хочется, но какого-то супчика хочется съесть, наверное. У меня вообще такое ощущение, что мы постоянно что-то едим, что-то пьем здесь. Ну, правильно, мы сюда приехали. Но мы не можем загорать. Мы не можем купаться. Остается только есть и пить. Да. Будем тогда жрать и выпивать. Ну, а что еще остается делать? Мы все думали, что же он орет. Мы никак не могли определить. Да, так как у нас баньбао горячие. Главное, что те, кто останавливали, пробовали их попробовать, очень даже неплохо по вкусу было. Но мы пока еще не рискнули. Остановить? Я его по дороге съем, а то я тебя скоро съем. Я тебя веду есть, Мась, успокойся. Вот, но видите, уже небо немножко так разведнелось, уже не такое сильно затянуто серым, уже шероховатость голового появляется. Вот, поэтому очень надеемся, что все-таки завтра будет уже более приятная погода. Вот в этот магазин мы заходили в один из... в первую ночь, в первый вечер мы заходили в этот магазин. Мы так поняли, это больше магазин для туристов. Ну, то есть, как, возможно, завозят туристические автобусы. Вот. А в целом цены, не сказать, что прям высокие, но выше, чем в других магазинах. Так, ждем, нам красный. Решили немножко морешко
Чуть-чуточку, да. Главное, чтобы это не мочить ноги, а так-то пройти мы можем. Да. Ну, в общем-то, мягенький, хорошенький. Главное, вот не мочить, потому что намокнуть, потом тяжело отряхнуться. В целом, вода, не могу сказать, что прям холодная. Если бы было... Не, но если бы была бы жаркая погода, вот прям уже жаришка и солнышко пекло, то охладиться в них хорошо, приятно было бы. Ой, песок. Ну, вот такая вот вода и ветер, конечно. Идем по набережной, конечно, волны. Но это прям рай для серфингистов, вот я правда скажу. Вот, но... Рай для серфингистов это огромнейшие вот эти вот. А это так, для начинающих. Для начинающих серфингистов. Хорошо, я не серфингист, я вообще его особо волны не люблю. Поэтому здесь вот на набережной, получается, стоят пятизвездники. Вот. Которые стоят хреново тучу. Но нет, здесь есть пара отельчиков, которые, в общем-то, по-моему, даже 4 звезды были, которые неплохо стоили, но их надо успевать ловить, ценник. Вот, но потому что мы по набережной еще ни разу не ходили, потому что было очень холодно. Сейчас еще как-то так, хоть ветер сильный, и правда, я думаю, он сильно, наверное, задувает динамик, но пройтись по набережной все-таки нам надо. Это Бургер Стейкхаус. Сейчас посмотрим, вам цены покажу ради любопытства. Так, бургер 89, 99, 39. Снеки, пицца примерно 159, 189. Вот такая вот пицца. В зависимости от размера, ее стоимость разная. И напитки. Подержи вот тогда. Вот. Там кто-то купается, смельчаки. Вау, он из трусов песок выгребает, видишь? Ну, благо, что только из трусов. Кто-то вообще из головы. Ну, купаются, обалдеть, а. Идем смотрим, вот, типа, гора такая сделана, написано массаж, VIP and spa, бар, клуб, ресторан. Идем рассуждаем, массаж, VIP и спа, какого здесь формата? Мне кажется, здесь явно будут делать не фуд-массаж, а массаж кое-чего другого. Ну, такого вот вида клубов здесь... Мне кажется, да, их здесь очень много. Кота Клаб. Ну, в общем, я предполагаю, что явно там какой-то другой массаж будут вам делать. Вот явно. То есть, если вам хочется различного вида вьетнамских утех с вьетнамками красивыми, возможно, не всегда красивыми, Да, они редко красивые. то вам в Дананг. Вот у нас такое вот мнение сложилось по количеству всяких VIP, спа и саун. Ну да. Коля танцует, зарядка спортом. Чем мы идем и говорим, что на первой линии, ну вообще в Дананге очень много стоит отелей, особенно на первой линии. И практически все они тут без балкона, то есть вот просто вот стекло и маленькая вот форточка, все. Я никак не понимаю, почему нельзя сделать с балконом. Еще одна достопримечательность Дананга, ее называют Леди Будда. Если у нас будет возможность по погоде, вот по всем таким условиям, обязательно до нее доедем. Вечером занимающихся спортом в виде танца, я так поняла, очень много, пользуется большой популярностью здесь. Как, в общем-то, наверное, везде во Вьетнаме, на побережье. Спорта площадочка небольшая, но спортом занимаются. Кстати, здесь очень хорошая большая набережная для тех, кто любит по вечерам либо по утрам бегать. Она достаточно протяженная и вот очень много бегунов в одну либо в другую сторону. Прошли немножко дальше по пляжу Майки, по-моему, или Майке, как-то он, по-моему, Майке называется. Вот эта часть пляжа, на которой мы живем. И здесь тоже пошли отели, пятизвездники. Кстати, один из отелей, который мы рассматривали, хотели его взять.
но не успели взять номер, закончились. Думаешь, мне кажется, по-моему, это ресторан все. Это все ресторан. Здесь вот идет, например, на набережной стоит серия ресторанов. Вот в таких вот зданиях красивых. Вот, их прям вот серия пошла по набережной. Да, это получается ресторан одних сплошных морепродуктов. И здесь много. Чего ты видишь? Ну да, там прям вот много их. Вот. И вот вдоль по набережной Сети есть много разных ресторанов. Но это уже прям рестораны. Мне кажется, здесь и ценник соответствующий. Да. Но аквариумы огромнейшие. А там ценник 1 550. Ну, понятно. 590. То есть здесь уже ценник от миллиона идет местных денег. Чтобы перевести в рубли, мы отбрасываем от миллиона, ну, от любой цены, 3 нуля и умножаем на 3,5. То есть здесь московские прям цены. Абсолютно. Эско Бич, Дананг. Интересно, у них пляж оборудован или нет? А пойдем посмотрим отсюда, какой у них пляж. Даже если, может быть, он какой-нибудь там типа пляжного бара, где на пляже тоже есть какая-то оборудованная часть. Барный бар, я бы так сказала. Бар-едальня. Да, выхода у него сюда... А, нет, почему вот ступеньки? Выход есть. Ого! Там совсем мало. А там много. Но красный флаг. Китайский ресторан, суши. И цены, давайте, вот видите, уже начинаются 199, 200, 300, 350. То есть здесь уже ценник такой, ну... московский, я бы так сказала, ценник московский. Одни морепродукты, ресторан. Но все равно, вон, я вижу, 3 миллиона за килограмм. Нет, конечно, смотрите, ракушки шикарные, просто вот. Они огромнейшие. Я даже не знаю, что из этого можно приготовить, насколько это вкусно. Надо с той стороны посмотреть ценник. Конечно, красиво, антуражно. Можно взять какие-то комбо. Вот такие вот. Цена 1 400 000. Либо 2 миллиона. Но крабик, вот этот тут крабик стоит 3 250 000 за килограмм. Вон те ракушки 550 за килограмм. Лобстеры, конечно, здесь огромнейшие, но один получается 4 600 000 за килограмм. В одном лобстере либо от кило 300, либо до 2 кило. Вот. Ну, в общем, много всего интересного, но и ценник соответствующий. А это кальмарчики. Такие вот большие. Глазастые. Даже не знала, что у них вот здесь глаза есть. Вот это рыбина. По сравнению с ребенком. Просто огромнейшая. Рыбных ресторанов, я так поняла, здесь много. Но ценник, конечно... Там у нас ценник ниже, правда? Да. Ой, смотри, этот... да. Пойдем смотреть. Вот Морена вообще вижу впервые. Вот так вот. Я даже не знала, что их едят. Точнее, нет, я знала. Это маленькие типа акулята, наверное. Маленькие такие акулки. А вот она плавает Морена. Обалдеть. Класс. Дошли до точки, куда, в общем-то, мы и шли. Как видите, да, Дананг, фестиваль еды 2025. И вот там вот получается ряды с различной едой. Мы как раз туда вот шли, чтобы посмотреть, какая здесь еда представлена, сколько это будет стоить. Так, Western Szechuan Pancakes. Какие-то... вот они готовят типа этих с начинками, как блинчики, вот такого формата. И один блинчик стоит 70 местных денег. Вот блинчики вот такие вот с креветками готовят. Сейчас покажу. Вот
Различные кашки, супи, ну, кстати, очень недорого. 30, 35, 50. Да, 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 очень классно. Различные шашлычки вот здесь готовят. Да, креветки, всякие сосиски, ну, всякие разные шашлычки. Это наподобие хот-дога 15. Кстати, очень цены здесь достаточно низкие. Манго. Так, здесь тоже какие-то непонятные супчики, что-то такого формата. Здесь не очень, 25, и вот какой-то набор еды тебе дают. Вот так вот. Тоже различные снова шашлычки. Ой, и улитки, смотри. Класс. Много-много разных шашлычков, улитки, эти штучки. Вот они, болы, цены, и супчики. И не могу, вообще прелесть. Тоже большой-большой выбор всего. Даже Макдональдс здесь есть, обалдеть. Цены Макдональдса. Лаос. И здесь всякие животные, живные, смотрите, тараканчики. О, эти личинки. Прикольно. Это какой-то цыпленок. Да, это какие-то птенцы-ководы, скорее всего. Обалдеть. Судя по всему, мидии и морепродукты. Всякие кальмарчики. Вон они. Это выпечка, вкусняшки. Можно взять. О, тоже мороженое, какое интересное. Стоит 25 в виде всяких домиков, не домиков. Класс. Вот она цена. Получается себе 2 кашки рисовые с морепродуктами. Ой, вот супчик мы уже размешали. Значит, у меня получается креветки и мидии, а здесь креветки, мидии и моллюски какие-то. Аромат, жалко, камера не передает. Я уже попробовала, это безумно вкусно. Давай, пробуй. Невероятно вкусно. Sẵn bước dạo chơi bà nà tiếng canh mây trời ập hiu thoảng nghe hương nắng qua chiều. Вот такой вот блинчик взяли. Там креветки с мясом. Вот. Съели мы этот блинчик, то есть получается на кокосовом молоке пекут блины, внутрь овощи, даются еще овощи, и внутрь кладут мясо и креветки. Креветку одну. Ну, честно сказать, каша была вкуснее. Будем смотреть, что мы еще сможем съесть или нет. Или мы уже полны. До червяков я точно не дойду. Здесь есть ряд, где можно купить продукты. Здесь, правда, не так много. Да. Вот. Лапша, вот их. Ай. Орешки. Попробуй, тебе говорят. Дуриан? 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 Это печенье с дурианом. Понятно. Ну как тебе? Нет, спасибо. Ласточкиные гнезда. Обалдеть. Там была вывеска, оказывается, вот этот фестиваль еды идет с 28 марта по 1 апреля. То есть сегодня последний день, скажем так, успели влететь в последний вагон. Мы просто видели, что там фестиваль идет, но так довольно-таки далековато живем от этого места. Нам нужно было пройтись, прогуляться. Мы вот только сегодня сюда добрались. И я так понимаю, этот фестиваль был приурочен к Дню города Дананг, потому что, когда мы сказали, по-моему, в субботу его праздновали. Да, в субботу и воскресенье. Да, 29-30 было активное празднование Дня города с салютами, со всеми делами. То есть мы, получается, приехали в Дананг 29-го, но мы приехали под вечер, и плюс еще не очень понимали, что и где и как, и живем хоть и на пляже Майхе, но достаточно в отдалении, именно вот этой площади, да, где все проходило. Поэтому мы, конечно, это немножко профокапили, пропустили. Вот. Но зато, да, застали хотя бы последний день фестиваля еды.
И ценник очень приятный, Да, да, там поэтому там просто. много людей. И там много местных, именно много местных. Вот, ну даже там ценник приятный. И я посмотрела, очень многие еще какие-то флаеры обменивали, видимо, раздавали флаеры, зазывая людей, флаеры, которые давали, ну, как бы вместо определенной суммы. То есть там, где мы брали блинчик стоит 70 местных вьетнамских донг. Вот, и перед нами девушка дала 20, и вместо 50 дала флаер. То есть многие вот так вот еще там расплачивались. А для местных это получается вообще очень можно недорого поесть, получается. Да. Сплелись в одну большую кучку. Какие у нее зубки-то, а? Моллюск наверху называется гуидак. Между прочим, очень вкусный моллюск. Хотя и напоминает кое-что. Но очень вкусный. Спускаемся до своего отеля и смотрим, что так красиво смотрится пальма и море. А вот, смотри, вот. Невероятно. Но вот и подошел к концу еще один день, чудесный день в городе Дананг. В целом мы сегодня смогли посетить основные локации, которые у нас были запланированы. Это и, получается, рынок дневной, и кафешка, где очень такая антуражная кафешечка, где мы пили очень, кстати, вкусный кофе. Но это в первой части нашего выпуска сегодняшнего дня. Во второй части мы с вами прогулялись по набережной и увидели фестиваль еды, которую наконец-таки мы успели. Точнее, не то, что наконец-таки. Мы не знали о том, что здесь проходит фестиваль еды. Мы просто его увидели, и очень радостно, что даже в последний день мы его не профукали, а на него успели. Посмотрели все отели, которые стоят На набережной, да. на первой линии. Рестораны вам показали дорогие, дорого-богато. Кто хочет, заходи, дорогой друг. Вот. Я очень довольна, что наконец-таки я съела свою любимую кашку. С прошлого года сличанка, когда я первый раз попробовала кашу рисовую с морепродуктами, я потом целый год о ней грезила. И наконец-таки. Да, вкусно, она на вкусно. самом деле очень вкусная. Я считаю, даже несмотря на такую погоду холодную, а реально, вот честно, очень холодно, для Вьетнама, для этого времени года, ну, мне кажется, здесь вьетнамцы в куртках сами стоят, даже ветер очень пронизывающий. Но с другой стороны, благодаря тому, что прохладно, мы с тобой посмотрели и смотрим, и видим много. Это да, но все равно, согласись, хотя бы плюс 5 градусов, и было бы гораздо комфортнее. Но было либо бы, не да. было бы такого сильного ветра, вот как-то вот так. В общем, несмотря даже на такую погоду, мы надеемся, что она наладится, если будет тепло, мы сможем хоть немножко загореть, а не приехать отсюда бледными. Вот, мы проводим время замечательно. Замечательно, вообще супер. И у нас был отличный день. Завтра будет не менее потрясающий день, мы с вами поедем в город Хойан. Но это будет в новом выпуске, а на этом с вами мы прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья И хорошего настроения, потому что при любой погоде хорошее настроение мы создаем всегда себе сами. Пока-пока! С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко. И